Добрый день, уважаемые, с вами снова я, это 55-я серия пиратского самозамеса. Все так же напоминаю, что в конце 48-й серии был анонсирован розыгрыш 10 баков Goblin Mini V3 для подписчиков канала. В конце будет ссылочка, осталось уже совсем чуть-чуть. Перейдем к самозамесу. В прошлой серии был рецепт вейп-бухла из линейки пешек, они же 5 Pounds, Castle Long. По описанию эта жидкость была выдержана в дубовой бочке, а затем тщательно профильтрована и бла-бла-бла, типа описания бухла. Был уже похожий рецепт Dark Horse, но у этого микса должно было получиться более интересное послевкусие. Попробую, что из этого вышло. На первом плане бухло в этой концентрации помягче, чем в Dark Horse, тот самый вкус бурбона, выдержанный в дубовой бочке, который обещали. Далее идет орехово-кокосовое послевкусие и на фоне ваниль. Получилось хорошо, при том, что общее количество аромок около 13%. Пробуйте, делитесь в комментариях, что получилось у вас. Мне что-то заходят такие миксы. А в этой серии мы начнем линейку Clone. А рецепты аромки для этой серии мне прислал магазин cloudbar.org. Забегая вперед, скажу, что они прислали аромки и рецепт на всю линейку, и этот магазин будет являться генеральным спонсором всей этой линейки. Ссылки на него, думаю, уже заметили в описании моих видео. В конце видоса покажу, как все упаковано, пришло и так далее. Ладно, начнем мы линейку Clone с микса, который мне понравился больше всего, потому что в нем клубника. Люблю клубнику. Конечно, это нифига не новости, но ладно. Похоже будет на Clone Pennywise. Это нежное смешение сладости клубники, арбуза и персика. Рецепт будет несложным, понадобится всего 4 ароматизатора от ТПА. Кстати, сегодня мешать мы будем не как обычно, а шприцем. Для разнообразия я попросил флаконы без капельниц. Тут возможно несколько вариантов. Первый, который буду использовать я, это мешать с помощью дешевых инсулиновых шприцев. Почему дешевых? Потому что в дешевых обычно идет съемная иголка, которая нам как раз и не нужна. А в импортных хороших игла идет несъемной, припаянных, по крайней мере в тех, что я встречал. Так вот, игла инсулинового шприца очень-очень-очень тонкая. Думаю, если кололи себе что-нибудь инсулинкой, то, думаю, знаете, что укол ей даже не чувствуется. Соответственно, набирать аромку ей совсем неудобно, а вот без иглы отлично залетает. Сама по себе инсулинка тонкая, заходит в любую баночку, особенно с подобными крышками. Вот. Второй вариант — это использовать обычный 2- или 5-кубовый шприц, но под него нужна иголка, жирная иголка, чтобы нормально могли набирать аромку. Это или игла от катетера, или ветеринарная игла. Здоровые такие иголочки. Мне морочиться с поиском лень, я использую дешевые инсулинки. В чем плюс? Не надо считать десятки капель, да и количество аромки будет намного меньшей погрешностью. В общем, погнали. Для рецепта нам понадобится 4 ароматизатора от ТПА. Для тех, кто любит капли, они тоже останутся. Первым сделаем основной вкус клубники, арбуза и персика. Strawberry Ripe 6,7%, 60 капель, 2 мл. Инсулинка вмещает в себя 1 или 0,5 мл. Они бывают двух видов, моя на 1 мл, то есть мне понадобится 2 полных инсулинки. Бывает, конечно, другая шкала с 40 делениями, там 40 это 1 мл, то есть 4 деления это 0,1 мл. Но лучше берите с миллилитровой разметкой. В общем, 2 мл спелой клубники залетает в самозамес. Далее арбузик Watermelon 5%, 45 капель, 1,5 мл, то есть 1,5 мл это 1,5 инсулинки арбузика. Следующий будет персик, он же Peach Juicy 3%, 27 капель, 0,9 мл или отметка 90 на моей инсулинке. Теперь последняя аромка, подсластитель, подойдет любой, я использую Sweetener 1%, 9 капель, 0,3 мл или отметка в 30 на инсулинке. С аромками все, база 70/30, настаивать особо долго не надо, 7 дней вполне достаточно. Пропорции, которым я пользовался, как всегда, в калькуляторе по ссылке под этим видосом. Если у вас готовая база 70/30 и вам лень мешать базу самостоятельно, заливайте как есть. Но лучше для таких задач подойдет готовая база 80/20. Предвидя вопросы, хватит ли вам одной инсулинки и нормально ли, что вы будете макать ее в разные аромы, поначалу у меня было много инсулинок. Но лень делает свое дело. Я мешаю все одной. Объем ароматизатора, попадающий из одной банки с аромкой в другую, столь ничтожно мал, что ни на что не влияет. Но если вы перфекционист от бога, можете использовать индивидуальную инсулинку под каждую арому. Я не заморачиваюсь, но да, использовать индивидуальную инсулинку под каждую арому бесспорно лучше. Попробую, что у меня получилось.
На первом плане интересный микс еще не до конца раскрывшейся клубники и сочных арбуза с персиком. Отличный фруктовый замес. Я бы, конечно, сказал, что он отлично зайдет на лето, но оно что-то уже закончилось. На осень тоже зайдет, типа ностальгия по лету. В общем, пробуйте, делитесь в комментариях, что получилось у вас. Если есть вопросы по инсулинкам, пишите туда же. Как всегда, добавлю рецепт из серии в калькулятор. Ссылка на Яндекс.Диск в описании этого видео. Теперь то, что обещал в начале. Покажу, как все это приходит. Картонная коробка с наполнителем внутри аромки в 10 мл таре из жесткого пластика с металлическими крышками. Я попросил без капельниц, но если любите капли, варик с капельницами тоже есть. В общем, упаковано хорошо, точно доедет. На этикетке название аромки на инглише, перевод и, что интересно, указаны пропорции для смешивания в соло. То есть, когда у вас моновкус, опять непонятное слово, когда вы мешаете один вкус и рекомендуемые пропорции в миксе с другими аромами. Ну и напомню, что в 48 серии есть розыгрыш 10 гоблинов V3, а в 47 серии розыгрыш на 200 аромок. Подписывайся, чтобы не пропустить их, они совсем скоро. Ну и, конечно же, не забывай про Инстаграм с рецептами, ссылка также в описании этого видоса. Спасибо, что досмотрел до конца, приятного и пока! Эти окошки кликабельные и, конечно же, не забывай подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо!